Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вашему вниманию 3 замечательных рецепта блюд из баклажанов. И первый рецепт – это вкуснейший салат с баклажанами и овощами. В первую очередь я подготовлю баклажаны, очищу от кожицы. В этом салате баклажаны будут очень нежные, поэтому, конечно, я рекомендую удалить кожицу. Очищенные баклажаны я разрезаю на средние кубики. Перекладываю в миску. Сейчас баклажаны я солю, перемешиваю. Соли я добавила примерно 1 чайную ложку. Баклажаны оставляю постоять, чтобы они пустили сок. И благодаря этому баклажаны не будут впитывать в себя много масла при жарке. Оставляю так баклажаны полежать примерно минут 15. Баклажаны полежали, пустили сок. Я их сейчас отжимаю. Прямо вот так вот хорошо в руках отжимаю. И отправляю в миску. Посмотрите в итоге, сколько сока получилось. Я включила разогреваться сковородку, а в баклажаны вливаю немного растительного масла. Буквально 1,5 столовые ложки, не больше. Перемешиваю. И отправляю баклажаны обжариваться на сухую сковородку. Не выкладываю сразу все баклажаны, примерно половину. Лучше всего, конечно, использовать сковородку с толстым дном. И вот сейчас на большом огне просто хорошенечко обжариваю, можно даже сказать не обжариваю, а пеку баклажаны. Посмотрите, баклажаны совсем не впитывают масло. Сухенькие, они как будто наоборот. Масло их обволокло со всех сторон. И получается, они просто обжариваются и отдают наоборот на сковородку вот эти излишки масла, которые есть. Я обжарила первую партию баклажанов. Они остаются вот такие целенькие, не расползаются. И они уже готовы. Когда вы их попробуете, они уже мягкие. Всего я обжаривала баклажаны примерно 4 минуты, не больше. Сейчас первую партию перекладываю в миску. И сразу же отправляю обжариваться следующую партию баклажанов. Все баклажаны обжарились. Перекладываю их в миску и оставлю немного остыть. Готовлю заправку для салата. Наливаю в миску 2 столовые ложки оливкового масла. Добавляю 1,5 столовые ложки лимонного сока. Немного соли, так как баклажаны уже соленые. Чайную ложку сахара. И добавляю немного орегано. Примерно пол чайной ложки. И хорошо перемешиваю. Добавляю черный перец. Конечно, это все по вкусу. Обязательно попробуйте заправку, чтобы она вам нравилась. И хорошо все перемешиваю. Посмотрите, получается вот такая эмульсия. Подготавливаю все остальные овощи для салата. Беру перцы разного цвета, чтобы салат смотрелся интересней. И режу перец соломкой. Баклажаны у меня уже как раз остыли. И добавляю сюда перец. Теперь порежу 2 довольно крупных помидора. Четверть кольцами порежу половину красной луковицы. Мелко порежу 2 зубчика чеснока. Чеснок прекрасно сочетается с баклажанами и с другими овощами. Также в салат я буду добавлять базилик. Конечно, вы можете добавлять любую зелень, какая вам нравится. Листики базилика я просто порву руками. Заправку еще раз перемешиваю и выливаю в салат. Теперь осталось совсем немного. Дать салату время чуть-чуть промариноваться. Хотя бы полчаса. Салат получается легкий, свежий, с богатым вкусом овощей. Уверена, попробовав такой салат, вы в него влюбитесь так же, как и я. Следующий рецепт – это великолепные баклажаны с фаршем в томатном соусе. Прекрасный обед.
Подготовлю фарш. Можно использовать, конечно, любое мясо. На крупной терке натру луковицу. Конечно, если хотите, вы можете воспользоваться блендером, измельчить все в блендере. На мелкой терке натру чеснок. Добавляю соль, черный перец. У меня здесь копченая паприка. Добавлю немного, примерно пол чайной ложки. Добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока и 1 чайную ложку кумина. Конечно, добавляйте любые специи, какие нравятся вам. Хорошо все перемешиваю. Попробую фарш на вкус. Отправлю немного в микроволновку, буквально на пару секунд, и попробую. Подготовлю баклажаны. Буду резать их вот таким образом. Делаю надрез, не дорезаю баклажан до конца и теперь уже срезаю до конца. Толщина каждой дольки баклажана примерно по полсантиметра. У меня, как видите, вот такие худые и длинные баклажаны. Если у вас такие достаточно толстые баклажаны, можно баклажан сначала разрезать в длину пополам и потом уже разрезать вот таким образом. Сейчас все баклажаны наполняю фаршем. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла. Сейчас все баклажаны я буду панировать в муке. Беру мои заготовки и со всех сторон обваливаю в муке. Излишки муки стряхиваю. И обжариваю до легкого золотистого цвета с двух сторон. Обычно я готовлю столько баклажанов, чтобы они поместились у меня на сковородку. Баклажаны обжариваются очень быстро. Переворачиваю на другую сторону. Несколько баклажанов у меня сразу не влезли на сковородку, поэтому те баклажаны, которые обжарились, я вот ставлю вот таким образом на бочок. А сюда добавляю баклажаны, которые мне еще надо обжарить. Параллельно, пока обжариваются баклажаны, готовлю томатный соус. На сковородку выливаю томаты в собственном соку. У меня томаты не порезанные, поэтому я их просто вот так лопаткой немного измельчаю. Добавляю в банку немного горячей воды и вливаю на сковородку. Добавляю еще воду. Соус солю. Добавляю черный перец. Обязательно добавляю сахар. Соус должен быть чуть сладковатый. Добавляю смесь трав. Я использую вот такую смесь трав. Она слегка с копченой паприкой. Очень вкусно. И добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока. Мне не хватает немного соли. Добавляю. Заливаю соусом обжаренные баклажаны. Делаю огонь тише. Закрываю крышкой. Болгарский перец порежу на кусочки. Добавляю в сковородку. Также добавляю 2 небольших лавровых листика. Закрываю крышку. И на небольшом огне тушу баклажаны примерно минут 20-25 до готовности. Аромат стоит просто потрясающий. А сейчас готовим необычный шницель из баклажанов в хрустящей панировке с орешками. Очень вкусно. Подготовлю все для панировки. Разбиваю в тарелку 2 яйца. Яйца я солю и добавляю немного черного перца. Хорошо разбалтываю. Муку пересыпаю в 1 тарелку. Во 2 тарелку высыпаю хлебные сухарики и орехи. И также сюда я добавляю оставшиеся специи. Это сушеный чеснок и кориандр. Перемешиваю. Орехи я измельчала не слишком мелко. Как видите, есть и такие кусочки довольно крупные.
Кстати, в панировку тоже можно добавить немного соли. Порежу баклажаны. При желании, конечно, с баклажанов можно счистить кожицу. Я этого делать не буду. У меня баклажаны абсолютно не горькие. Я их разрезаю пополам и теперь нарезаю вот на такие пластинки. Толщину пластинок выбирайте сами, какие вам больше нравятся. Если вы хотите, чтобы баклажаны жарились быстрее, разрезайте их на более тонкие пластины. Я поставила разогреваться сковородку, наливаю растительное масло. Панирую баклажаны сначала в муке. Готовим как обычный шницель. Излишки муки стряхиваю, отправляю в яйцо и сразу же в сухарики с орехами. Хорошо панирую. Выкладываю баклажаны на сковородку. Обжариваю с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки и, конечно, чтобы они стали мягкими. Когда баклажаны обжарились с одной стороны, переворачиваю их на другую. Они получаются такие аппетитные, сверху поджариваются орешки, их прямо видно, вот эти кусочки орехов. И когда баклажаны обжариваются именно вот в такой панировке с яйцом, они не впитывают много масла. Готовые баклажаны снимаю на тарелку с бумажными полотенцами. Баклажаны получаются невероятно нежные, а сверху вот такая замечательная хрустящая корочка. И здесь даже видно кусочки орехов. Очень вкусно. Друзья, обязательно пишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше и что вы уже приготовили.